Мы сегодня с вами будем делать самый актуальный макияж, когда хочется выглядеть свежо, красиво, не накрашено, но очень эффектно. И дополним наши красивые национальные узоры гладким пучком и узорами из волос, можно так сказать. Сделаем стильно, вкусно, необычно и очень красиво. Очистить кожу, подготовить к макияжу. Залог кожи на миллион – это подготовленная кожа. Поэтому у нас будет сейчас большой этап подготовки, очень тщательный, чтобы кожа выглядела потрясающе уже на этапе уходовых продуктов. Какой классный звук. Теперь мы наносим тоник. Очень важно убрать все остатки мицеллярной воды и увлажнить кожу и подготовить ее к последующим средствам. Закрываем глазки, не дышим. Двухфазная сыворотка. Она содержит в себе масла, что позволит работать с обезвоженными участками, придать коже сияние, очень хорошо увлажнить. Самый приятный этап. Улучшаем кровообращение, помогаем лучше впитаться продукту и соединиться с кожей. Завершаем подготовку уходовыми продуктами, увлажняющим кремом. На увлажненную кожу всегда все наносится очень-очень хорошо. Все тональные крема. Нам необходимо скрыть недосып персиковым корректором. Считайте, поспали еще несколько часов.
матирующий спрей как помощник для стойкого макияжа. Не утяжеляем базами, но добавляем стойкости. Легкая коррекция овала лица. То, что не очень приветствуется в Японии, я думаю. Carolina, how did you come to makeup? When did it stop being your hobby and became your profession? Это не было моим хобби. Я с 12 лет работаю, я продавала косметику. И у меня очень хорошо получалось подбирать цвета, учить рисовать стрелки. И я работала в косметической компании, где я проводила мастер-классы. И в какой-то момент я решила, что в лет 19, это 2015 год, мне нужно понять, кем я хочу стать. И я долго думала. А потом увидела в интернете очень красивую фотографию макияжа одного визажиста популярного. И подумала, вау, это может быть так красиво. Все, я буду визажистом. И я сразу решила строить личный бренд. Я самоучка. Я не училась. Ну, я училась по Ютубу, разумеется. Я звала моделей, работала с фотографами, составляла портфолио. И вот полгода я потратила на то, чтобы учиться самостоятельно, освоить навыки. И бесконечное количество раз просто красила моделей на очень бюджетной косметике. Потому что я не училась, понятия вообще не имела, какая она должна быть. Так. Потом потихоньку, уже через год у меня была плотная запись. Но когда я думала, кем хочу быть, у меня почему-то мысли о макияже вообще не было. Why? Может, я никогда не видела в этом какого-то своего таланта. То есть мне казалось, что я же просто маме помогаю, просто косметику продаю. Это не то, что я сама выбрала. Я просто все хорошо могу делать. Мне так казалось. That's so inspiring. А потом как поняла, что я это люблю, у меня очень круто получается. И уже 10 лет я в этой профессии. Консилер. Выравниваем зоны
глазками. Потом я училась, конечно. Я поехала в Москву, прошла очень много мастер-классов. You are originally from Uzbekistan. Я родилась здесь, но по национальности я вообще украинка по паспорту, а по отцу я индианка. Oh. У меня мама украинка с армянкой, а папа индус. Не спрашивайте, где она его тут нашла. Can you tell by just looking at a person's face if makeup will look good or not? Да, но в целом, на самом деле, абсолютно любой макияж можно адаптировать под любую внешность. So fresh, so fresh. Я обожаю румяна. Фиксируем каждый слой нашего макияжа, увеличивая стойкость и глянец. Наносим кремовые тени, глазки вниз. Нам нужно выровнять веко. Визуально оно смотрелось очень ровненько, и все хорошо держалось в течение дня. Я в макияже всегда больше обращаю внимание не на, как я и сказала выше, на анатомию, и больше работаю с зоной комфорта клиента. Потому что на самом деле практически любой вид макияжа можно правильно внести. Например, я могу сделать на ваших глазах стрелочки или смоки, или любой другой макияж, более нежный или более контрастный. Но тут всегда вопрос больше зоны комфорта клиента. А с чем ему комфортно и с чем он чувствует себя собой. Наверх глазки. Например, я на себе не люблю стрелки, хотя они мне подходят. Но это не моя зона комфорта. Я ощущаю себя иначе. А нюд — это моя зона комфорта. Я смотрю на себя и вот вижу, что это я. Поэтому в макияже, при работе с клиентами я всегда обращаю внимание на зону комфорта клиента и учу этому свою команду. Работать именно с психологическим портретом клиента. What if a client's comfort zone, which you said, is not the best? It doesn't look good on them. С клиентом, на мой взгляд, самое важное — это общаться. И всегда можно найти тот вариант, который и будет комфортен ему, и вы как визажист сможете сделать на нем красиво и подчеркнуть его внешность и достоинство. How do you deal with difficult clients? And do you often have difficult clients? У меня очень редко бывают какие-то капризные клиенты. В основном так происходит, когда клиент перфекционист, а мастер нет.
И клиент видит то, чего не видит мастер. И вот здесь и создается впечатление вредного клиента. На самом деле он вот я всегда так смотрю и думаю, мне нравится или нет. Я так всегда шучу. Я говорю, сначала нужно, чтобы нравилось мне, потом клиенту. И тогда это отличная комбо. I like your style, your makeup, so if you like it, I will like it too. Thank you. What mistake do you often see when people do their own makeup? Я думаю, это глазки вниз. Отсутствие регулярного правильного ухода, неправильно подобранное тональное средство, не до конца или не растушеванные, то есть не мягкие границы теней и коррекции, и неправильные зоны нанесения корректирующих продуктов. Не дышим. If you had a chance to do makeup on anybody, living or dead, who would that be? Даже и не знаю, кого можно желать накрасить после May Mask. Oh yeah, you did the makeup on May Mask. Да. Это был очень классный опыт. А если серьезно, я бы хотела накрасить первую леди любой страны, поработать с Леди Гагой и в целом с актерами Голливуда и поработать на мировом модном показе. Maybe soon. Кто знает? Нет, ничего невозможно. That's true. How did you get to do May Mask's makeup? Это был потрясающий опыт. Когда она посмотрела на себя в зеркало, то есть она не видела себя, когда я ее красила в отеле. И она так подошла к зеркалу, такая посмотрела и сказала: Perfect. Ни одной волосинки она не поправила. И ее ассистент сказала, что это очень большая редкость, чтобы ей нравилось все. И она не хотела поправить. Но я получила огромное удовольствие работать с ней. Она невероятно крутая личность.
dose of energy. Were you nervous? Вначале, да. Конечно. Это такая личность рядом сидит. Но я очень хорошо подготовилась к встрече. Я изучила ее Инстаграм, ее биографию, посмотрела все ее интервью, понимала, что ей подходит. Вначале нервничала, а потом увлеклась, мы болтали, смеялись, общались, и время прилетело незаметно. Мы все ждали, когда позвонит ее сын. Didn't call? No. Probably he was busy. But it was very funny. We joke a lot about it. How are you feeling? I feel beautiful. I feel beautiful. But it's not my work. You're just beautiful girl. No, I think it's thanks to you. Мы уже помыли голову. И теперь будем сушить волос и готовить его к гладкому блестящему пучку. We need more water. Мы уже выпрямили волос, подготовили его к гладкому пучку и выбираем теперь пробор. В гладком пучке очень важна чистота. И в этом сложность этой прически. Все должно быть идеально, волосок к волоску.
на кудрявых волосах люблю давать гладкость жидким воском. Он придает блеск и увлажняет. Is perfectionism a strength or weakness? Я считаю это сильной стороной. Why? Да, сложнее бывает работать со мной. Но результат всегда получается классным. Я хочу сказать, что перфекционизм в работе — это сильная сторона, и она тебя усиливает как эксперта. И я получаю огромное удовольствие, когда вижу совершенство, когда вижу, что что-то сделано идеально. Japan is for you then. I will come. You should definitely visit. Отлично. Using fingers or brushes? Fingers. Glam or no makeup? No makeup. Glow or matte? Glow. Creative makeup or regular makeup? Creative. If you could use one product for the rest of your life, makeup product, what would that be? Lip gloss. I love it. I love it too.
What's your favorite brand? Один из любимых — это Шарлотта Тилбери. Why? Практически все ее продукты очень умные и универсальные, очень правильные текстуры, оттенки. If you didn't become a makeup artist, what profession would you have? Танцором или спортсменом по легкой атлетике или врачом. У нас последние штрихи. Выкладываем небольшой акцент у лица. Are you ready? Yes. 2, 1. Wow. It's so shiny. I want to see the back. I want to see the back. I will show you now. Please. Karolina, thank you so much for today's makeup. It turned out gorgeous. I really love the hairstyle and the makeup, and thank you so much. I was so excited for this shoot, to shoot with somebody like you who has built herself from scratch. You said you started working when you were 12. What kind of advice you would give to those women, girls who are about to start to reach your level? The level where you get to work with big celebrities like May Mask and some other Uzbek celebrities. Это прозвучит, может быть, очень банально и всем знакомо, но рецепт очень прост. Первое. Очень важно верить в себя. Очень часто окружение может в тебя не верить, не видеть твоей уникальности. Нельзя идти на поводу этого. Ты должен верить в себя всегда. И когда не верит никто или сомневается, ты для себя та опора, которая будет продолжать верить столько, сколько нужно. Второе — действовать. Это так просто. Я всегда ученицам говорю так: у вас может не получиться только если вы не будете действовать. Все, другого рецепта нет. Может, вы не умеете рисовать стрелки. Нарисуйте 3 раза, 5, 10, 20. Даже если не получится с 20-го, но с 30-го обязательно получится. Вопрос только в количестве попыток. Поэтому нужно просто действовать, делать, и в один день у тебя обязательно получится. Третье — это постоянно развиваться. Мир сейчас очень быстро меняется, и очень важно быть гибким
и держать руку на пульсе. И для этого важно постоянно развиваться, изучать свою сферу и углубляться. Вот там, где есть глубина, вас всегда будет ждать успех. Это 1000%. И в завершении хочу поблагодарить вас. Мне было очень приятно с вами познакомиться, поработать, создать образ, который увидит ваша аудитория. И я желаю вам огромных успехов. Несите дальше красоту в этот мир и вдохновляйте людей. Thank you so much.